Ношение сережек – это не только про красоту, но и про здоровье. Неспроста мы начали именно с этого базовый курс. И в этом видео я вам расскажу о том, как ухаживать за ушными проколами. Ушной прокол, так же как и прочие части тела, требует ухода. В них, как и на швензах, со временем остается кожный секрет, в котором содержатся бактерии. И мочки ушей, и швензы нуждаются в регулярной дезинфекции. Как дезинфицировать? Возьмите ватный диск и капните или распылите на него спирт, хлоргексидин или перекись водорода. Затем тщательно протрите пусет швензы, то есть ту самую палочку, которая постоянно живет в вашем ушке. Другой стороной пропитанного ватного диска протрите мочки ушей с обеих сторон. И также можно использовать спиртовую салфетку. Повседневные серьги лучше обрабатывать ежедневно, если вы снимаете их на ночь. Праздничные серьги необходимо дезинфицировать непосредственно перед тем, как надеть. В каких же случаях необходима обязательная обработка? Если вдруг вы уронили серьгу, или примеряете чужие серьги, или примеряете серьги в ювелирном салоне. Обычно в салонах предлагают спиртовые салфетки, но если этого не сделали, вы имеете право попросить ее. Что будет, если не соблюдать гигиену ушного прокола? Попадая вглубь мочки, бактерии там размножаются и вызывают воспаление. Итог этого воспаления можно наблюдать на мочках в виде шариков. При этом от касания даже пальцами появляются болезненные ощущения. Однако не всегда появление таких шариков вызвано плохой гигиеной. Иногда это связано со сниженным иммунитетом. Воспалительный процесс в мочках нельзя запускать, ведь в ней много нервных окончаний, и рядом находится мозг, и при осложнениях как минимум может заболеть голова или повыситься температура. Если вдруг мочка уже воспалилась, необходимо обработать ее дезинфицирующим средством. Нанесите противовоспалительную мазь, например, левомиколь, другое название левометил. К слову, эту мазь необходимо держать в холодильнике. После того, как вы покрыли поверхность мочки толстым слоем мази, лучше обклеить ее пластырем, потому что данная мазь имеет свойство таять, и со временем она потечет. Такой компресс можно делать на ночь. Также можно использовать мазь тетрациклин, наносить средним слоем. Но будьте аккуратны с одеждой, потому что эта мазь может немного окрасить ткани. В тяжелых случаях необходимо посещение врача. Также есть несколько важных моментов, о которых вам необходимо знать. Спать с серьгами на ушах нельзя. Исключением можно считать только маленькие круглые серьги, но даже их время от времени необходимо снимать. Также допускается сон в серьгах-гвоздиках, которые закручиваются таким колпачком, который напоминает форму шарика. Также важно знать, как правильно застегивать серьги. Если швенза нуждается в зажиме, например, как гвоздик, ни в коем случае не прижимайте заглушку прямо к мочке. Оставляйте небольшое пространство для свободного движения серьги. Если этого не сделать, канал, то есть выход прокола, будет пережат. Во-первых, это больно. Во-вторых, мы этого не замечаем, но серьги внутри мочки постоянно двигаются, поэтому пережатость спровоцирует микротравму, а как следствие воспаление или даже нагноение. Также в пережатой мочке нарушается кровообращение и движение кислорода. Это дополнительно может спровоцировать головную боль. Вес сережек также имеет значение. Тяжелые серьги при регулярном ношении оттягивают мочку уха, что со временем приводит к неэстетичным изменениям, создавая эффект ушей спаниеля. Конечно, в наше время, когда развита пластическая хирургия, все можно исправить, но до этого лучше не доводить. Ну и, конечно же, когда вы, как мастер, создаете серьги, обязательно позаботьтесь о других. Старайтесь делать именно легкие серьги, но если они получились тяжелые, предупреждайте, что носить их постоянно или часто нежелательно. Перед отправкой заказа клиенту самостоятельно обработайте швензы. Не надейтесь, что клиент сделает это сам. Если вы этого не сделаете, вам уже известно, к каким последствиям это может привести. После обработки упакуйте серьги чистыми руками, не касаясь швенз. Положите в заказ спиртовую салфетку. Также вы можете использовать это видео как инструкцию для клиента. Будьте здоровы!